Брук была красивой молодой девушкой, выросшей в счастливой и любящей семье. Однажды отец подарил ей необычный подарок маленького птенца-ворона. Воспитывая его, Брук училась ответственности. К сожалению, однажды девочка скончалась по неизвестным причинам. Во время ее похорон ворон сел на гроб, и именно тогда произошло нечто невероятное. Брук было всего 6 лет, но она была сильной, красивой и независимой. Она любила проводить время в саду, рассматривая растения и насекомых. Она бегала, прыгала и играла среди деревьев, царапала колени, в общем, весело проводила свое детство. Проживая в маленькой деревушке в Великобритании, жизнь была медленной и тихой. Мать Брук оставалась дома, чтобы присматривать за домом и своим ребенком, а ее отец был моряком, который часто проводил недели, а иногда даже месяцы в море. Брук очень скучала по нему и всегда была рада, когда отец возвращался. Она не только проводила время со своим отцом, но и любила странные и чудесные подарки, которые он ей приносил. За последние несколько лет он привез ей ракушки с Карибского пляжа, экзотические скульптуры из какой-то ближневосточной страны, а также книги и игрушки со всей Европы и Америки. Брук с нетерпением стояла у ворот, ожидая, когда ее отец пойдет по улице. На этот раз он отсутствовал 2 месяца и в любой момент должен был вернуться домой. Вдруг она увидела, что отец медленно идет по улице. Брук вскрикнула от радости и побежала к нему, бросившись в его объятия. Она крепко обняла его и поцеловала в щеку. Но кое-что она заметила. Подарка не было. Обычно папа сразу же протягивал ей какую-нибудь вещь в подарочной упаковке, но не в этот раз. Именно тогда он опустился на колени и вложил что-то ей в руку. Она слегка подпрыгнула, почувствовав, как что-то дернулось в ее ладони, посмотрела вниз и увидела крошечного птенца. Отец сказал ей, что это была маленькая ворона. Он попросил ее защищать и ухаживать за ней, как за настоящим человеческим ребенком. Брук была смущена, но ее лицо посветлело, когда она поняла, какая большая ответственность лежит на ее плечах. В течение следующих нескольких недель Брук проводила все свое время с вороном. Она кормила его, давала ему пить и даже научила нескольким трюкам. Вороны очень умные птицы, и ее питомец быстро понял, чему его пыталась научить маленькая девочка. Птенец тоже начал расти и за несколько недель научился летать. Брук выносила его на улицу и с обожанием смотрела, как он парит в небе. Он мог легко улететь и никогда не вернуться, но он всегда находил дорогу к своей хозяйке. Было видно, что между девушкой и птицей была довольно сильная связь. Но однажды случилась трагедия. Находясь в саду, лежа под большим деревом, Брук внезапно перестала дышать и схватилась за горло. Ворон начал громко кричать, и через несколько минут родители Брук подошли к окну, чтобы посмотреть, в чем дело. Увидев, что их дочь лежит на земле, они выбежали на улицу и схватили ее. Не обращая внимания на ворона, они затолкали девочку в машину и повезли в ближайшую больницу. Ворон сидел на дереве и смотрел, как удаляется их машина. Прибыв в больницу, врачи быстро начали проверять легкие Брук. У такой молодой и здоровой девушки не должно быть никаких проблем с дыханием, поэтому было важно, чтобы они сделали сканирование легких, чтобы убедиться, что нет никаких проблем. Времени практически не было, так как недостаток кислорода мог нанести серьезный и непоправимый ущерб. Все это время ее родители наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Несмотря на все усилия доктора, к сожалению, Брук была объявлена мертвой. В это время ворон сидел за окном больничной палаты и продолжал стучать, но персонал решил отогнать его. В больнице не место для такой птицы. Его нельзя было впустить, даже если это было домашнее животное. Когда родители Брук ехали домой, ворон клюнул их машину, снова издав много шума. Пораженные горем, люди проигнорировали его. Как только они вернулись домой и начали готовиться к похоронам, ворон продолжал пытаться привлечь их внимание. Но у них не было на это времени. Вскоре наступил день похорон Брук. Ее родители, родственники и друзья оплакивали маленькую девочку, неподвижно лежащую в своем маленьком гробу. Крышка была открыта, чтобы люди могли попрощаться. В гробу она выглядела такой хрупкой и невинной, словно была какой-то драгоценной фарфоровой куклой. Многие люди плакали, проходя мимо Брук, гладили ее лицо и целовали в щеку. Ворон сидел на соседнем дереве и наблюдал за происходящим. Время от времени он подлетал и кружил над собравшимися, издавая громкий звук. Родители Брук затаили дыхание, когда ворон наконец опустился вниз и сел на гроб, с любопытством глядя на тело своей хозяйки.
Вдруг птица начала издавать странный жужжащий звук, как будто задавая вопрос. Она прыгала взад и вперед от крышки до краю гроба, а затем обратно. Через несколько минут птица начала клевать тело Брук, как будто пытаясь ее разбудить. Родители Брук были тронуты, увидев такое зрелище. И, хотя они понимали, что ворон, должно быть, чувствовал свою форму горя, они знали, что он не может оставаться там, клевая девочку. Они пытались кричать на него, но он не сдвинулся с места и даже начал клевать ее в рот. Такое поведение выглядело позором для семьи, но скрывало тайный мотив, который все собирались обнаружить. Подойдя к открытому гробу, отец махнул руками, чтобы отпугнуть птицу. Ворон хлопал крыльями и кричал, но неохотно взлетел и подлетел к ближайшему дереву, пристально глядя вниз. Все следили за вороном, когда он совершал короткий путь, но, когда все сосредоточились на гробе, они замерли. Брук сидела. На коленях у нее лежало яблоко размером с грецкий орех. Оно застряло у нее в горле после падения с дерева, под которым девочка лежала в саду. Когда ее срочно доставили в больницу, врачи предположили, что проблема связана с легкими, поэтому они проверили ее только с помощью рентгеновского снимка грудной клетки, который ничего не показал. Горло проверить они не догадались. Недостаток кислорода отправил ее в кому, и она ошибочно была объявлена мертвой, несмотря на то, что все еще могла делать медленные и поверхностные вдохи. Брук посмотрела на мать и отца, которые бросились на нее, обнимая и целуя. Их дочь была жива. Потрясенные, они поняли, что Ворон знал об этом с самого начала. Он много раз пытался передать это сообщение родителям Брук, но они не понимали, и птица, клюющая лицо и рот Брук, была его способом устранить саму блокировку. К счастью, у птицы было достаточно времени, чтобы спасти жизнь Брук. Дорогие зрители, что вы думаете об этой невероятной истории? Как бы вы отреагировали, если бы оказались на похоронах Брук и стали свидетелями происходящего? Как всегда, мы будем рады ответить на ваши комментарии. А также, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.